Если в твоей жизни сейчас очень много стресса, тревоги, ты плохо спишь, ты нервничаешь, у тебя ненормированный график, сложно чувствовать себя просто счастливым, то этот выпуск, он нужен для тебя. Любой тревожный человек очень остро реагирует на любую потенциальную опасность. Я позвал Виталия Бужана, это психолог, человек, который углубился в тему стресса именно и тревоги. Большинство людей не задаются этими вопросами, что я чувствую сейчас, а какая у меня сейчас эмоция. Изучает этот вопрос каждый день, и мы с ним вместе вот распаковали практическую карту, как теперь тебе двигаться, чтобы выйти из этих тяжелых состояний. Неизвестность — это самый мощный триггер для любого тревожного человека. Я считаю, что все, кто сейчас стрессует фоново, обязаны посмотреть этот выпуск, потому что это выход. Для нас с командой очень важно видеть твои подтверждения в виде лайков, комментариев и подписки. Почему? Потому что так мы понимаем, что делаем что-то действительно стоящее. И для нас это будет классным подтверждением, просто ваш лайк, комментарий, подписка, что мы действительно молодцы. Сделайте это, для нас это будет супер приятно. Очень интересная тема сегодняшнего будет разговора. Она, я думаю, интересует всех нас тут. Что делать и как справляться вообще с стрессом, тревожностью. И я пригласил человека, кто в этом действительно экспертен, человек, который в это погрузился и исследует этот вопрос каждый свой день. И я думаю, что он точно ушел дальше нас в понимании стресса и тревожности. Это Виталий Бужан, психолог. Да, Виталий, поздоровайся с аудиторией. Всем здравствуйте. Будем надеяться, что я донесу сегодня что-нибудь полезное. Намерение какое? Чтобы максимальное количество людей после сегодняшнего подкаста у них снизилась тревожность, уровень стресса за счет каких-то практических знаний, практик, там, осознаний, которые они сегодня получат от нас, да, ну, то есть я буду максимально модерировать, тоже, может, своим каким-то опытом делиться, ну, и от тебя, как от эксперта, классно было получить именно вот такие классные практические вещи. Без проблем. Все, погнали. Ну, давай, наверное, начнем вообще. Что идет в начале? Тревожность или стресс? И вообще это связанные вещи или это разные вещи? Давай начнем с этого. Я бы сказал, что это абсолютно две связанные друг с другом вещи и неотъемлемые. Тревожность — это просто название того, что происходит внутри организма, базово или технически это психофизиологическая реакция. Психофизиологическая — это значит психическая часть или часть в области психологии — это когда мы испытываем определенный психологический дискомфорт. Вот это вот эмоциональная часть, волнение, переживание, внутреннее напряжение — это психологическая часть, а физиологическая часть — это как раз-таки вот эта вот стрессовая реакция. То есть внутри тревожности есть определенный стресс. И если базово человек является тревожным, то есть если это не просто какая-то тревожность по поводу предстоящего собеседования, на самом деле, это абсолютно адекватная тревожность. А если это тревожность фоновая каждый день, то эта тревожность является уже чертой личности человека, и это по определению где-то рядом с хроническим стрессом. Мгм. Давай так, а как понять, что я фоново тревожный? То есть как заметить это в себе? На самом деле вопрос отличный, потому что много людей не замечают в себе проявление тревожности, они не понимают, что они испытывают постоянный психологический дискомфорт. Но много людей прокрастинируют. Мгм. И на самом деле это такой неочевидный факт, но прокрастинация — одна из больших причин прокрастинации — это тревожность. То есть если человек прокрастинирует, здесь на самом деле есть О, несколько вариантов. интересно. Базово человек, скорее всего, тревожный. Почему? Потому что по определению прокрастинация — это когда человек избегает той активности, которую он должен сделать, задачи, например. Избегает в пользу чего-то более или менее приятного или понятного. Мгм. Но по определению в прокрастинации всегда после идет психологический дискомфорт, психологические страдания в виде самопоедания и так далее. Первый признак у нас, Да, да, это именно прокрастинация. да, То это есть когда ты не прокрастинация. действуешь, Да. и тебе там, как следствие, становится плохо. Да, я бы сказал, это происходит из-за того, что это такая поведенческая стратегия практически каждого тревожного человека — это избегание. То есть человек избегает всего, сложных задач, социальных коммуникаций каких-то, людей избегает. Почему? Потому что люди — это один из источников неизвестности и непонятности. Ты никогда не знаешь, о чем думает другой человек, поэтому тревожные люди избегают людей. Тревожные люди избегают отношений.
Потому что это ответственность, там тоже Это есть какие-то... ответственность, и это тоже определенные проблемы, сложности, непонятности, потому что на самом деле отношения — это один из самых серьезных источников дестабилизации многих людей. Почему? Потому что люди друг друга не знают. Тебе самому себя понять сложно, а тут Вот, еще вот я хотел второй, сказать, да. типа, Люди себя не знают, а да. тут еще подключается другой человек, который с тобой проводит большую часть И не у твоей всех жизни. хватает психической энергии, чтобы там условно и себя с собой справиться, еще и с другим, да, На человеком? самом деле, да, это ключевой момент. Не у всех хватает сил, чтобы с собой справиться. И вот здесь вот такое большое заблуждение, на самом деле, с собой справиться. Люди борются с собой. И это один из самых, на самом деле, одна из самых глупых затей. Но базово, когда мы не знаем себя, нам больше нечего делать. Прикольно. То есть изначально формулировка «справиться с собой» Да. изначально нелогично. Это как, допустим, у тебя есть какая-то черта, которая тебе не нравится в себе. У каждого есть такая Да, черта. да. Ну, И какая-то что мы делаем? Мы эту да, черту обычно в себе подавляем. подавляем, И да. вот это как раз-таки справиться с собой. Это что-то вроде бежать марафон, потому что жизнь — это марафон, это длительное путешествие, и мы пытаемся бежать этот марафон с отрезанной ногой. То есть вот этот процесс подавления, мы на него технически тратим энергию. Окей. Много А энергии. как правильная формулировка? То есть, окей, поняли, Правильное что... действие — это есть в психологии понятие, называется интеграция. То есть Мгм. это когда мы познаем себя вначале, потом учимся применять черту, которую мы узнали, в свою пользу. То есть, допустим, если эта черта, которая в психологии тоже называется тенью, допустим, если это неприятная черта, мы сначала ее изучаем, находим, осознаем, потом принимаем, а потом процесс интеграции, когда учимся использовать это во благо. Что мешает вести соцсети? Мышление. Именно там у кого-то там это яд, да, там у кого-то это нельзя говорить о своих результатах, у кого-то нельзя показаться слабым. Ну, разные мышленческие такие сбои, я считаю. Я вижу это как, знаете, такая стеклянная коробка, которой только видишь ты, и она тебе мешает проявлять в этот мир там свои продукты, свои услуги, свои товары, говорить о том, что вот я есть, покупайте у меня. Вот это реально мешает, но это мешает только вам. Поэтому мы разработали Vision AI помощник по созданию контента. Это у нас очень крутое технологичное решение, которое состоит из 3 пазлов. Первое, вы заходите, да, вот сейчас вот по ссылке в био, и приобретая наш бот, да, вы, то есть, получаете индивидуальную траекторию, как вам вести контент. Именно вам, именно вашего продукта, индивидуально. То есть вы отвечаете на ряд вопросов, и искусственный интеллект выстраивает вам из точки А путь в точку Б. Второй шаг — это контент. И вот как раз-таки тут будет очень много про мышление. Помимо инструментов, помимо идей для референсов, да, что вам именно снимать, будет очень много про мышление, и это поможет вам легче создавать контент. Ну и третье — это сообщество, где будут такие же люди, как и вы, кто заряжены, целятся на результаты. И это все в нашем вот таком крутом приложении. Ссылка на наше приложение находится в описании под этим роликом. Мы создали прямо от души продукт. Если что, там, когда вы перейдете по ссылке, будет подробная информация про наш продукт в отдельном видео. А пока смотрим выпуск дальше. Мы немножко отклонились, я хочу вернуть нас к теме. Прокрастинация как первый признак хронического такого стресса, ну вот тревожности. Да. Первый признак. Что еще? Проблемы со сном. Очень много тревожных людей испытывают проблемы со сном. И причем здесь тоже есть интересный момент. Есть очевидные проблемы со сном. Это когда ты просто не можешь уснуть в течение как минимум 30 минут, некоторые по часу, по 2 не могут уснуть. И, допустим, реальные истории — это когда человек может просыпаться ночью и выпить кофейку в 3 часа ночи, потому что не спится, а что Окей. еще делать? Кто-то спит слишком долго. Да. И у одних проблема с тем, что они спят мало, а у других неочевидная проблема, что они спят слишком много. И человек может говорить, что я тревожный, но у меня нет проблем со сном. А на самом деле человек спит минимум 10 часов, и у него ощущение, что он не выспался, что ему не хватает сна. А следующая неочевидная проблема — это когда люди ложатся и засыпают в разное время.
На самом деле, как бы такой интересный момент. Все с этим, скорее всего, сталкивались, когда ты перелетаешь в другую страну, где разница во времени минимум 3 часа, а то и больше, ты ощущаешь то, что называется jet-lag. И на самом деле, если ты испытываешь то, что называется депривация сна, то есть лишаешь себя некоторого количества сна и сдвигаешь свой график на, скажем, часа 4, допустим, была тусовка, лег вместо 10 в час ночи, а проснулся, соответственно, вместо 7 в 10 часов утра или в 12, и, соответственно, у тебя примерно то же самое происходит, то есть тот же самый джетлэг. То есть, получается, твои циркадные ритмы сдвигаются. Что такое циркадный ритм? А вот циркадные ритмы — это естественный ритм сна, скажем так, если упрощенно в Окей. нашем организме, Окей. вот, который регулируется в основном солнцем. Все, Вот. принято. А циркадный ритм влияет на многое, на самом деле. Как только мы сдвинули циркадный ритм, мы теряем сильно много в восстановлении, в когнитивных функциях. То есть, на самом деле, мы восстанавливаем во сне. Сон — это единственный механизм восстановления, допустим, физиологических функций, баланса гормонов и эмоционального баланса тоже. И некоторые гормоны вырабатываются в определенный момент циркадного ритма. То есть, допустим, если мы ложились, грубо говоря, в 11 вечера всегда, то буквально там, скажем, через часик у нас по графику вырабатывался гормон роста, то есть в 12 ночи. Если мы в 12 еще не спим, то мы пропустили окно, когда у нас вырабатывается гормон роста. И в этот момент, то есть мы какие-то ткани физически не восстановили. Помимо физического восстановления есть еще когнитивное восстановление, потому что у всех у нас ограниченный когнитивный ресурс в течение дня. Когнитивный? Когнитивный — это значит мыслительные, наши рациональные процессы, планирование будущего и вообще то, как мы логически думаем и соображаем. Я, кстати, ходил один раз на такую практику, ну не один раз, несколько раз. EMDR — это научно доказанный метод, да, архивации вот этих файлов, ну как бы, как я просто для себя понял, типа условно, поврежденных файлов в твоей голове. Ну, условно, там какой-то... Работа с травмой в основном. Да. А откуда же возникла вот эта штука, что, типа, по сути, травма — это как бы в момент памяти, который не может архивироваться все никак, по сути. Это очень интересный момент. Это связано именно со стрессом, потому что часть стрессовой реакции, то есть на самом деле есть гормон стресса, который называется кортизол. Это получается информационный механизм доставки сигнала, что организм находится в стрессе во все части нашего организма, включая мозг. Информационный. Да. То есть любой Вау. гормон и нейромедиатор — это информация. То есть есть в мозгу центр страха. Да. Называется миндалина. Это очень маленький участок в нашем мозгу, который отвечает за все наши тревоги, переживания, волнения. Когда мы видим, ощущаем, слышим какую-то информацию, которая может быть тревожная, то происходит процесс, который называется когнитивная обработка. И первым делом информация поступает на самом деле в миндалину, вот в этот самый центр страха. На самом деле она в последнюю очередь поступает в то, что называется префронтальная кора. Это как раз логическая часть, часть рациональная нашего мозга, та, которая более или менее новая для эволюции. Сначала происходит обработка в миндалине, то есть это моментальная обработка информации, и она максимально грубая. Почему? Да. Потому что... Вдруг надо бежать. Да, вдруг надо на самом деле бежать. Это на всякий случай. То есть происходит сначала оценка такая, потому что если мы идем по какой-то тропе, и здесь какая-то палка изогнутой формы, информация сначала поступает в центр страха, чтобы ты отпрыгнул, а потом уже соображал, змея это или палка. И второй шаг — это гиппокамп. Это как раз та часть мозга, которая отвечает за память. И вот там формируется травма. И когда миндалина видит, что происходит, что-то страшное, пугающее, тревожное, запускаются механизмы, запускается то, что называется симпатическая нервная система, которая отвечает за как раз режим «бей или беги», то есть он включается просто в организме, чтобы дать нам энергию, чтобы мы убежали. Следующее, что происходит, запускается как раз то, что называется HPA-ось, она в организме отвечает за выброс кортизола.
реакция «бей или беги» — это быстрая реакция, чтобы мы реагировали на происходящую опасность Да. здесь и сейчас. Дальше кортизол поддерживает эту реакцию, то есть он уже начинает гормон распространяться по организму для того, чтобы ресурсы поддерживали наши мышцы, активность мышц и так далее. Вот, и кортизол при этом поступает еще в наш мозг. И как работает гиппокамп, то есть возвращаясь к тому, как работает страх, миндалина и так далее, то есть грубая информация сначала идет в миндалину из центра обработки информации, потом она идет в гиппокамп, а гиппокамп сравнивает вот эту ситуацию, которая сейчас происходит, то есть контекст сравнивает с прошлым опытом, и Прошлый может опыт, быть в да. прошлом опыте мы Было найдем, что-то что схожее. да, мы схожие, может быть, найдем, что на самом деле это окей, и гиппокамп, он может приглушить миндалину, сказать, нет, окей, в прошлый раз такое было, с нами ничего не произошло. Но если он не найдет такого опыта, то миндалина будет дальше активной. Теперь, если миндалина слишком активировалась, то есть событие, которое произошло, такое гипер-мега страшное, то выделяется большой уровень кортизола. И этот кортизол поступает на самом деле и в миндалину, и в гиппокамп, и в префронтальную кору. Когда он поступает в миндалину, миндалина активируется еще больше. Когда миндалина еще больше активируется, то есть когда тебе и так страшно, тебя начинает еще больше все остальное пугать. И гиппокамп, что там делает кортизол? Это как раз гиппокамп, это центр обработки информации, то есть он отвечает за память, за запоминание. И он работает следующим образом. Когда пик кортизола супер высокий, происходит очень мощное запоминание контекста. Это когда острый стресс с тобой происходит, Да, как да, ты формируется запоминаешь травма. Ты всё буквально. запоминаешь все. С Звуки, обучением, запахи. да, с обучением, вот, ты запоминаешь контекст, Прикольно. какого цвета была стена, какой запах был, какая погода была. И в следующий раз, допустим, если ты коснулся этого травмирующего события, Либо даже чего-то запах, оттуда. почувствовал тот же самый Да, запах. у тебя может реакция выйти. Да, у меня был такой момент, когда я с человеком был в кафе на Летнике, и человек почувствовал запах кальяна, это какой-то специфичный запах был, и у человека был позыв такой, триггер панической атаки. Из-за Просто, запаха. да, и то потом выяснилось, что на самом деле это был запах. И, соответственно, там были какие-то травмирующие события, возможно, с этим связаны. Такой момент. Но здесь есть еще один такой интересный момент, когда стресс хронический, Да. тогда кортизол хронически повышен в организме. То есть пик небольшой, но кортизол постоянно повышен. И когда кортизол постоянно поступает в гиппокамп, нейроны гиппокампа могут умирать. И тогда начинаются проблемы с памятью. Когда человек находится длительное время в Стрессе. состоянии хронического стресса, именно хронического стресса, то гиппокамп может физически уменьшаться. Там, соответственно, проблемы со сном и так далее. И здесь, внимание, почему сон здесь еще очень важен. Гиппокамп только во время сна переносит запомненную тобой информацию в постоянное хранилище памяти, а это кора головного мозга. Это единственный шанс, на самом деле, запомнить. И поэтому, допустим, если в течение дня у тебя был классный день, ты встретился с крутыми людьми, ты прошел какой-то там мега-курс и так далее, а потом на фоне вот этого всего классного, потому что у тебя туча энергии, ты пошел тусить до утра, есть большой шанс, что ты запомнишь мизерный процент, если вообще запомнишь что-то, что было в течение этого дня. А Окей. если ты еще решишь не поспать вообще, то это совсем плохо. Так, я хочу нас вернуть назад еще раз, да, к теме того, что какие есть, ну, такие маркеры, да, скажем так, именно фонового стресса, да, тревожности. Все, про сон проговорили, Да. тоже момент важный, окей, принято. Потом будем говорить уже как бы как надо, да, в идеале. Прокрастинация, сон, Да, что еще есть? социальная изоляция. Социальная изоляция, окей. Да, люди часто избегают, тревожные люди часто избегают коммуникации. На самом деле это как бы такой интересный момент. Естественно, это происходит из-за того, что это примерно то, что я описывал раньше. У тревожного человека гиперактивирована миндалина. И у тревожного человека по определению повышен уровень кортизола. И любой тревожный человек очень остро реагирует на любую потенциальную опасность.
острее, чем любой То нормальный есть это, человек, по скажем сути, так. такой машина по поиску потенциальных Угроз. рисков. Угроз, да. И Да-да-да. это и хорошо, и плохо. Почему? Потому что, кто-то может подумать, что я хочу быть полностью нетревожным, Да. но полностью нетревожные часто совершают глупые, неоправданные, рискованные поступки. А есть такие люди О, полностью да, нетревожные? статистика очень интересная. Там около 18% это нетревожные люди. У них, в смысле, в смысле, это не тревожные, это что имеется в виду? Они вообще не могут испытывать чувство тревоги или они просто не нормальные? могут испытывать это клинические психопаты, это около 1,5-2% населения, но это тоже не маленькая цифра на самом деле. Подожди, давай монетировать, я хочу о них поговорить. И вот эти 1,5-2%, они, в смысле, вообще не чувствуют страха. Литература о клинических психопатах примерно так и говорит, что это хладнокровные люди, которые не испытывают подобных эмоций. И часто бывает такое, что физически у них может быть меньше центр страха, то есть миндалина. А вот эти остальные 18%, Остальные 18% это тоже может быть врожденная, не то чтобы аномалия, а врожденная особенность где-то нервной системы, где-то врожденная особенность мозга, активности той же самой миндалины, других каких-то систем. Может быть более активная префронтальная кора. То есть человек анализируют может легко подавлять страх. да, Окей. тревожность и так далее. Слушай, там у кого? У Илона Маска, да, какие-то вот эти вот чувства подавлены. Он там то ли не чувствует, он не может понять, что чувствует человек, или он не боится чего-то. Я вот какой-то недавно пример Нет, слышал. я такого не слышал, но видя интервью Илона Маска и его подкасты с тем же самым Джо Роганом, он очень много раз говорил, что я испытываю страх, я боюсь, и боюсь достаточно сильно. Он больше говорил о том, что он боится не сделать чего-то, Окей. чем сделать что-то. Я вроде слышал где-то, был момент И такой, он что... агрессивен Да. временами, и на интервью он прекрасно видит настроение собеседника. Это момент важный. И плюс он гений пиар и маркетинга, то есть это невозможно делать, не чувствуя аудиторию. Окей, принято. Но здесь тоже есть такая поправочка, тоже литература о психопатах клинических. Есть мнение такое распространенное, что эти ребята, помимо того, что они хладнокровные, то есть это в основном серийные убийцы и так далее, что они еще и не эмпатичные. То есть эмпатия — это когда мы можем как раз чувствовать эмоции других людей. Но есть определенные данные из интервью. Есть книжка, называется «Мудрость психопатов», кажется. Очень интересная книга. И там цитата интересная одного из серийных убийц, когда он говорил, что я мог определить по походке человека или жертвы потенциальной, будет ли жертва сопротивляться. То есть настолько он мог оценить персональность, личность человека по каким-то таким микропроявлениям. И здесь большой вопрос, окей, чувствует ли он другого человека? То есть один момент, возможно, у него наоборот достаточно хорошо развита эмпатия. Может, но... аналитика именно больше тут, да, кого-то? Может быть, да. Это Да. сложный вопрос. Ну, но... нам, в принципе, не нужно изучать психопатов, маньяков, убийц. Нам нужно реально сейчас справиться со своей тревогой и стрессом. Поэтому еще раз возвращаю нас к теме. где-то мы там Да. остановились. Что-то еще есть, помимо асоциализации, ну, вот этой вот отсутствие общения? Снижение продуктивности. Мгм. И это тоже очень важный момент, но это где-то рядом с прокрастинацией. Почему? Потому что прокрастинацию некоторые люди не замечают. Некоторые люди не замечают... На самом деле, некоторые люди практически ничего не замечают, что с ними происходит, и тем более большинство людей, они не знают статистику, что нормально, что нет. Мгм. Допустим, человек из-за того, что у него снизилась продуктивность, часто бывает такое, что продуктивность снизилась, и у тебя начинается тревога из-за этого. Мгм. Либо наоборот, у тебя началась тревога, и у тебя из-за тревоги снизилась продуктивность. Можно вопрос? То есть, смотри, продуктивность — это же очень субъективная категория, то есть люди-то по-разному бывают продуктивны, но ты имеешь в виду в сравнении с собой в прошлом, да? Это связано с результативностью, но здесь не с собой в прошлом, наверное, а здесь больше с общей массой населения, то есть больше в плане статистики. Мгм. То есть ты можешь понять, ты непродуктивный или продуктивный, сравнив себя с кем-то. На самом деле, да. То Только так, да? есть Окей. определенные психометрические тесты, которые показывают твой уровень
добросовестности, то, что называется. Это, грубо говоря, количество энергии у тебя на то, чтобы делать что-то продуктивное. А, соответственно, от количества этой энергии зависит то, насколько ты функционален. И этот уровень энергии может падать. И он может падать, либо он может падать из-за каких-то проблем, не связанных с тревожностью. Да, Вот, ну, что-то произошло, человек разочаровался в чем-то. да. Но практически всегда, как только у тебя упала продуктивность, у тебя всплывает, ну, на самом деле, что происходит? Нарисовывается в твоей жизни большая жизненная проблема. Почему? Потому что у тебя не копятся ресурсы на будущее, потому что ты непродуктивен, ты теряешь скилл. На самом деле ты деградируешь, потому что есть либо развитие, либо деградация, другого состояния нет. И то есть ты теряешь во всем. И, Мгм. соответственно, у человека каким-то образом здесь затаивается страх будущего. А это страх. Это то же самое, что постоянная тревожность. И то есть на фоне снижения продуктивности может повыситься тревожность, либо на фоне повышения тревожности снижается продуктивность. Почему? Потому что тревожность это мега неприятное состояние. Да. Это внутреннее напряжение, в котором практически автоматически возникает избегание многого просто. То, что есть Ну и прокрастинация. вырабатываются те гормоны, которые тормозят, по сути, ну, все мышленческие процессы, такие Угнетает созидательные. префронтальную кору, кортизол. Если у тебя хронический стресс, кортизол угнетает деятельность префронтальной коры. Ты потом не можешь регулировать еще свои эмоции, и у тебя сильно страдает то, что называют силой воли. Окей, Все, и окей. продуктивность из-за этого падает. А М, мы-то знаем только, что мы разобрались с тем, что когда падает продуктивность, тревожность поднимается. И человек попадает в замкнутый цикл. Продуктивность падает, тревожность повышается, что еще сильнее снижает продуктивность, что еще сильнее повышает тревожность. А там выгорание, депрессивные состояния и так далее. Мне кажется, мы достаточно накидали проблем, надо переходить к решениям, потому что я думаю, уже аудитория, некоторые ребят себя узнали. Ну, я даже так могу сказать, мне в директ очень часто именно вот эти люди, оказывается, пишут, я что понял. Арман, что делать? У меня нет энергии, у меня там нет того, сего, мне тревожно, страшно, не хочу общаться, работать. И я понимаю, что, оказывается, по моим таким наблюдениям, их достаточно много. Окей, что делать? Давай вот теперь пойдем, вот давай так представим, что ты оказался в этой ситуации, да, то есть у тебя тревожность сейчас, фоновый стресс, все, что вот мы описали, все есть у тебя. Как бы ты сделал свой, давай начнем, наверное, ну, вообще, какие бы ты решения принял, как бы ты сформировал свой график, и вообще, что бы ты делал, чтобы оттуда выйти? Первое, что происходит, на самом деле, это можно поговорить о том, как я работаю со своими клиентами. Первое, что происходит, это анализ личности, потому что внутри личности, ну, во-первых, это такая диагностика состояния текущего здесь и сейчас, то есть видно, где тревожность, на каком уровне продуктивность, Как это замерить? с помощью психометрических тестов. Не, подожди, вот давай такую реальную ситуацию. Вот сейчас человек смотрит подкаст, ему нужно после этого подкаста что-то сделать, потому что он уже все накопил несогласие, и ему сейчас там тесты, походы к Нет, на психологу. самом деле Да. тест у нас есть, это стартап, над которым я работаю с прошлого года, проект называется Self-Guide, он уже такой более или менее нормальной рабочей стадии, ты заходишь на страницу, проходишь этот тест, и тебе там уже дается достаточно подробная интерпретация каждой части твоей личности с указанием, какая у тебя проблемка, и с такой с намеком, в какую сторону двигаться, чтобы это решить. И там с помощью этого теста уже можно найти проблему с тревожностью. То есть Окей. если черта, которая называется нейротизм, повышена, Мгм. а черта, которая называется добросовестность или трудолюбие, она понижена, то вот это явная проблема. И там уже коротко написано. Это важный шаг. То есть без этого практически нельзя обойтись. Почему? Потому что в чем иногда для общей аудитории возникает проблема при работе с психологом? Потому что при работе с психологом у тебя уходит 10 сессий в среднем на то, чтобы просто психолог понял, что с тобой происходит. И ко мне часто приходят клиенты, которые говорят, слава богу, что меня кто-то наконец понял. И это происходит не просто во время первой сессии, а это происходит после того, как я смотрю на результаты человека, на результаты этого теста. Проблемы я знаю человека, когда я еще начал сессию, и первое, с чего мы начинаем, я вообще не задаю никакие вопросы человеку.
чтобы у меня не было предвзятого о нем мнения. Я просто смотрю на цифры, на показатели, на результаты этого теста, и я человеку говорю, что у него, какая ситуация и так далее. И после этого человек мне говорит, что наконец-то его кто-то понял. И потом мы погружаемся в его кейс, и это второй этап. Погружение в кейс человека — это когда мы начинаем выяснять, а какие же на самом деле на фоне каких-то особенностей личности человек себе нашел проблемы на свой зад, грубо говоря. Настоящие, жизненные, реальные проблемы. А таких проблем может быть много. Кредит лишний, отношения деструктивные, все что угодно. Проблемы с родителями, То есть проблемы с учебой. я правильно понимаю, что, грубо говоря, этап номер 0 — это вот тест, скажем Да. так, который определяет, в какую сторону двигаемся, Да. да, условно? Ну вот первый этап — это, по сути, понять, что за проблема в настоящем моменте, Да. грубо говоря, создает этот стресс. Проблема двойная. То есть проблема — это реальная жизнь. Это всегда двойная обратная связь. То есть черты личности, если у тебя тревожность, создают определенные проблемы в жизни. Взаимосвязь тоже. Конечно. Ну, Та мы же самая ищем прокрастинация создает тебе серьезные жизненные проблемы, да, потому что ты отсутствие заработка, задачи да. постоянно проваливаешь, Да. обманываешь. Вот я уже почти сделал, а на самом деле ты даже еще не начинал и так далее. Это реальные жизненные проблемы, которые опять влияют на твои черты, усугубляют апатию, нейротизм и так далее, и так далее. Все, определили проблему. Запишите для себя сейчас практически, если у вас реально фоновый стресс. Ну, я думаю, вы и так это, в принципе, знаете, понимаете. Но на всякий случай давайте это обозначим. Все равно зафиксируем как этап. Именно моя сейчас текущая ситуация, проблема заключается вот в этом. Как будто уже, да, это осознание уже дает там 50%, как говорится, этот выхода. Окей, супер. Что дальше? Следующий, на самом деле, момент интересный — это когда, если, допустим, мы определили, что тревожность — это хронический стресс, примерно то же самое, то хронический стресс — это такая не то чтобы только человеку присущая реакция, она присуща животным, на самом деле, хронический стресс. Первый раз натолкнулись на него следующим образом, просто небольшое отступление, но очень важное. Для многих, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ганс Силье, насколько я помню, это ученый, который впервые нашел связь хронического стресса и проблем с ЖКТ. Он делал эксперименты на мышах, вообще не связанные со стрессом, то есть темы стресса не было. И потом оказалось, что мыши, которых туда-сюда по лаборатории там таскают, подвергая воздействию, соответственно, стрессу, по сути, у них больше проблем, у них появляется, по-моему, язва, у них язвы начали появляться, язвы желудка. А те, которые мыши были спокойные, у них все было окей. И они начали исследовать вот этот паттерн, что же такое. То есть, получается, хронический стресс влияет плохо на все, на мозг, на желудок и так далее. Вот, это момент очень важный. То есть стресс сам по себе может быть полезным. Допустим, ты сегодня утром принимал холодную ванну. Это полезный стресс. Но если ты в холодной ванне посидишь 1,5 часа, это уже будет, это острая стрессовая реакция, которая сделает много вредного для твоего организма. Но если, допустим, у тебя проблемы в отношениях, и эти проблемы с тобой фоново абсолютно каждый день, то есть вы на ножах с твоим партнером, вот это хронический стресс. Или у тебя ремонт в квартире длится уже полгода, и тебя это бесит, эти строители вообще ничего не знают, не понимают, тебя там кинули, обманули и так далее. Это хронический стресс. Проблемы на работе, все остальное — это хронический стресс. Это такая, это та реакция, которую ты, если в себе заметил, нужно убегать от этого. То есть представь, что хронический стресс — это вот плита гигантская, которая падает с неба и постоянно бьет по тебе. Не сильно больно, но все равно у тебя голова немного болит от этого. Но не только голова, много чего болит. И она постоянно падает и бьет. И ты знаешь точно, вот она там висит. И твоя задача, допустим, вот мы определили жизненные проблемы у человека, задача первым делом уйти из-под этой плиты. То есть те факторы, которые вызывают проблемы и которые вызывают вот этот вот хронический стресс, по сути, это жизненные проблемы. Ну вот, окей. Мы от них уходим. Давай пример.
вот, допустим, там какие-то проблемы можно решить, вот уйти от них, то есть решить их. А есть проблемы, которые, допустим, долгосрочные, и ты, допустим, ты не можешь на это повлиять. Условно, давай такой пример приведем. У тебя заболел какой-то там родственник, родной человек, ты из-за этого стрессуешь, тебе нужно там помочь ему, да, он должен вылечиться. Я сейчас специально такой пример беру, чтобы он такой был, типа, не тот, который ты такой, я ушел, типа, все, нет стрессу. А вот он есть, и, там, траектория его потенциальная, возможно, это несколько лет, да, условно. Ты не знаешь, когда он кончится. Вот давай возьмем эту ситуацию. То есть я думаю, что аудитория, которая, понимает, что их стресс решаемый, они поняли идею. А вот для тех, кто не знает, когда она закончится, что делать им? Здесь есть, это не то чтобы упражнение, это больше как правило. То есть если ты не знаешь, когда это закончится, то есть на тебя само незнание, это фактор неизвестности, начинает давить, и именно это становится источником стресса. Неизвестность — это самый мощный триггер для любого тревожного человека. Здесь ты что делаешь? Ты не живешь вот этой мыслью, боже, когда это все закончится, а ты отмеряешь для себя тот отрезок времени, который для тебя более или менее понятен и который ты можешь прожить прикольно. более или менее контролируемый. Для Прикольно. кого-то это месяц, для кого-то это неделя, для кого-то это следующий час или следующие 30 минут. Все. Следующие 30 минут я делаю здесь и сейчас вот то, что я могу делать. Дальше опять следующие 30 минут я делаю то, что могу делать. И это очень часто связано как раз вот с болезнями родственников или со своей собственной болезнью. То есть это когда ты не заглядываешь. По наперед. сути, если у тебя стресс, от него нельзя убежать сейчас, то ты его должен декомпозировать, чтобы тебе было проще его воспринимать. Как минимум не создавать для себя еще один источник Супер, дополнительного супер. стресса. Это вот это. На самом деле ключевой момент, я вот хочу выделить, я вот, считаю это своей миссией, да, вот такие моменты выделять. То есть, по сути, про что только что Виталий, да, говорит, что когда у тебя долгосрочный стресс, тебе на самом деле психологически будет сложнее думать еще дополнительно, что он будет долго, а может и не закончится. И проще его немножко сжать в какой-то, не знаю, концепцию для себя придумать, там, месяц, неделя, день, часы, и уже, исходя из этого, понимать, что тебе нужно сделать, вот, допустим, даже с кейсом там, больного родственника, да, типа, что я могу в этом месяце сделать, чтобы ему как-то помочь. Вот. И ты все начинаешь уже действовать, думать, и тебе уже легче. Месяц прошел, там, следующий месяц ставишь. И все. Но не думаешь, когда это закончится. Супер. Да, потому что это один из источников того стресса, в котором ты находишься. Это то, что усугубляет твое состояние. Супер. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь еще один очень важный момент. Что нужно понимать? Ты сказал слово «миссия», допустим, здесь прозвучало. И наличие миссии — это мощнейший ресурс. Иногда большие проблемы в жизни человека в виде, у одного из твоих родственников большие проблемы какие-то, или у члена семьи, или у тебя. Это становится, по крайней мере, ты видишь эту штуку, этот дракон, он перед тобой, и ты начинаешь с ней бороться, и это само по себе может стать миссией. Но опять это должен быть фокус на процессе. Окей, мы сейчас с этой штукой боремся. Вместо того, чтобы сожалеть о том, мне надо было сделать так, зачем я туда вообще полез, и когда это все закончится. Это непродуктивно. Мысли о прошлом — это нагнетает ситуацию, мысли о будущем нагнетают ситуацию. Боремся здесь и сейчас с этой штукой, то есть вот как будто миссия. Это помогает нам избавиться от стресса и ощущать какую-то продуктивность. То есть мы куда-то движемся, и мы видим, что наши усилия порождают какой-то результат, а это очень важно. Я даже, знаешь, такую практику применял, у меня был такой сложный период, и мне один человек подсказал одну классную мысль, он говорит, выпиши свою проблему и напиши списком, как ты можешь с ней расправиться прямо сейчас. Именно слово «расправиться», «разделаться». То есть не просто ее там решать, думать о ней, там, да, а именно расправиться. И ты начинаешь с позиции того, что ты больше, сильнее теперь этой проблемы, начинаешь расписывать, что ты можешь сделать. И прикольно, ты когда начинаешь что-то делать в ту сторону, как бы давать отпор этой проблеме, она реально начинает на тебя меньше давить. Вот тоже, кстати, такая практика, которую можете применить. Да, и у тебя появляется понятная миссия. Да. Так, давай подумаем, что еще, да, нужно сделать. Проблему описали, потом, если что, ее декомпозировали, если она такая достаточно сложная, объемная. Что еще нужно сделать? Я бы сказал, параллельный процесс — это физическое и ментальное состояние человека. Это неотъемлемая тоже часть. Почему? Потому что даже если ты, молодец, взялся за решение глобальной проблемы, то
Окей, это та история, когда вот у тебя сегодня просветление, и у тебя мотивация появилась решать проблему. Ты посмотрел подкаст, классно, пошел решать проблему. Завтра ты просыпаешься, отправляешь сигнал в мозг, а твой мозг говорит тебе снова, что ты лузер, ничтожество и Да, так далее. тут Вообще дисциплина. перестань это делать. Тут на самом деле не то, что дисциплина, а тут выравнивание твоего физиологического и ментального состояния. Окей, за Потому что счет... психика твоя пострадала из-за хронического стресса. Окей, И первое, что ты обращаешь внимание, на что ты обращаешь внимание, это свой режим. так. Потому что когда в жизни человека присутствует хронический стресс, падает сильный режим. Это сон, это питание, это физические нагрузки и так далее. И на самом деле там буквально в течение нескольких недель можно наладить этот процесс и получить серьезные улучшения. А теперь внимание, почему это необходимо делать? Потому что мы понимаем, что когда хронический стресс, миндалина гиперактивирована, и почему мы получаем сигнал в мозг с утра, что мы ничтожество? Потому что наша миндалина на любую угрозу реагирует таким образом. И нам нужно привести организм в равновесное состояние, то есть поймать этот гомеостаз. Супер. Давай вот из практических советов, то есть вот с чего начинается режим? Он начинается с утра или он начинается с вечера? Утро. Утро. Да, это всегда Это утро. первый утренний подъем, А, да, или что? У людей всегда такая история, на самом деле, это одно из больших заблуждений, что люди знают, что режим сна вроде бы как важен, и люди пытаются лечь всегда, там, допустим, все, с завтрашнего дня я ложусь в 10. И тут уже 10:30 или 11, а спать все еще не хочется. И причем человек с 10 лежит в постели, и у него этот хомячок тревожный в голове крутится, и человек в 12 еле засыпает, и, соответственно, утром это, что ему говорит мозг, ты так старался вчера уснуть, и вообще ты устал, тебе надо поспать, и ты спишь еще сколько-то. Это так не работает. Ты не корректируешь свой режим с вечера. Это невозможно заставить себя уснуть. Это абсолютно естественный процесс, который происходит тоже из-за определенного химического баланса в нашем организме и мозге. Как ты делаешь? Ты утром делаешь. Это единственная твоя возможность утром Начать с утра. Да. Как? Будильник звонит, встал, все. Без всяких отговорок, Окей. мыслей. И здесь нужно вообще исключить у себя какую-то идею, что особенно первую неделю это должно быть как-то комфортно. О, нет. Это тотальный дискомфорт. И, возможно, не первую неделю, возможно, каждый день. Во Но сколько ты просыпаешься? в 6:30. Я тоже просыпаюсь в 6:30. Как у тебя ощущения, когда ты просыпаешься? Ну, сейчас кайфово, но Сколько времени у тебя уходит, чтобы вот к этому кайфово прийти с момента, когда ты открыл глаза? вообще, как пришло время 6:30 из огромного стресса? То есть я просто понял, что если я с утра не буду вставать и бегать, прыгать, я сойду с ума. Поэтому мне пришлось от стресса вставать. Да, и вставать ты начал, я думаю, будильник зазвонил, и тут Сразу. да, нужно встать, но ощущения. Да. Ощущения были, да, естественно, первое время такие, конечно, немножко хотелось там, продлить. Да, у меня часто бывает до сих пор, я просыпаюсь в 6:30, и у меня ощущение, боже, я не отдохнул, потому что я вчера работал там 12-16 часов. Но я знаю, что если я сейчас провалю этот момент, я не встану и не пойду в дальше холодный хуже. душ. У меня холодный душ. И то, во-первых, день будет абсолютно непродуктивный. И я знаю, что ты работаешь. День — это твой инструмент, единственный, который у тебя есть сегодня. Да. Это как бы кирпичик, с помощью которого ты строишь свое будущее. Да. И вот твоя задача как можно лучше и Положительно. правильнее, да, положительнее сделать с точки зрения рутины, продуктивности и так далее. Но нужно понимать, что если ты провалился, допустим, с утра там не встал, то у тебя нет этого кирпичика. То есть ты не заложил, грубо говоря, в стену своего будущего вот этот кирпичик. И получается, что помимо того, что у тебя нет этого кирпичика здесь, ты якобы, ладно, завтра сделаю. Нет. Из-за того, что у тебя сбился режим, твое завтра уже меньше, чем оно могло бы быть, если бы ты держал режим. Это очень важно. Зафиксировали, что день, именно, в смысле, график, рутина вот эта, которая поможет вам выйти из стресса, начинается с утра, и вы ее должны создать, и это будет первое время дискомфортно, а возможно даже неделю там или даже несколько, но без этого никак. Теперь, по поводу графика, вот
там именно время подъема, оно важно, ну, это важно, не важно, рассвет, ну, как бы, какое время? 6, 6:30, Здесь 6:26, там, не знаю. огромное количество споров. Единственная, наверное, здесь рекомендация, чтобы это было рано для вас. То есть, чтобы это было субъективно рано для вас. То есть, если для вас рано это 8 часов, то пусть это будет 8 Да, часов. да. Ну, если вы раньше в 12 вставали, то 8 это прям вообще Даже 9 это уже будет чемпионский победа. поступок, да, это Окей, будет супер. победа, и это должно быть регулярно. То есть, Зафиксируйте для себя какое-то время для вас. да, и Окей. регулярно это значит никаких выходных от этого графика. То есть в субботу, воскресенье и на ноурыс мы спим так же, как мы там 6:30. Окей. 6:30. Так, все, супер. Проснулись. Потом что? Хороший элемент стабилизации рутины, на самом деле, это холодная вода. Мгм, Не мгм. каждый к этому готов, не каждый к этому готов психологически, не каждый к этому готов еще и физиологически. Да. То есть если человек находится в состоянии хронического стресса, у него может быть, на самом деле, по определению, у него подорван иммунитет. Это еще, на самом деле, один такой интересный фактор, по которому можно заметить, что точно. человек где-то тревожный, либо находится в состоянии хронического Часто стресса, болеет. часто болеет. 100%. Сколько раз ты болел за эту зиму, простужался? Ну, 2 максимум. Я ни разу. Прикольно. Это очень важный момент. Такое происходит последние несколько лет. Да, я То согласен. есть, когда ты следишь за своим графиком, особенно это график сна, это стабилизирует твой иммунитет очень сильно. Я когда узнал о том, что люди болеют, простужаются из-за стресса, там, подавления, да, какого-то, я с того момента уже перестал А болеть. теперь внимание, в те времена, когда я работал в индустрии кино, у меня был бронхит несколько раз в месяц. Я не просто простужался, у меня был бронхит несколько Из-за раз в стресса. месяц. Я приходил в офис, то есть я на лифте поднимался в офис, на лифте, внимание, и я падал на пол в офисе, потому что мне нужно было отдышаться. У меня были такие последствия, и я был на антибиотиках. В прошлом выпуске с Алибеком, Инвестстади, он подарил для вас 10 курсов. 9 из них вот так вот курс называется, да, и вот победители, и один полноценный вот для этого победителя. Участвуйте в этом розыгрыше, вот именно вот в этом подкасте, потому что он будет тоже очень ценный и щедрый. Возвращаемся к теме холодного душа. Ну, я думаю, смотри, тут же контрастный душ поначалу уже может зайти. То есть я, допустим, к ледяной ванне пришел через контрастный душ, когда просто ты стоишь, ну, так вот чисто, да, как бы теоретически держишь там изначально комфортную для себя температуру, а потом на пару секунд немножко откручиваешь, ну, там, у кого как, да, в какую сторону эту ручку, тебе становится холодно, ты дышишь пару секунд и возвращаешься к комфортной температуре. И вот это идешь как бы по градиенту, да, то есть я вот перед тем, как в ледяную ванну зайти, я, по-моему, где-то месяца 2-3 вот практиковал контрастный душ и дошел до состояния, когда я уже откручивал до конца и мог там секунд 10-20 стоять, дышать, и мне было норм, и я тогда такой, я готов к ледяной ванне. Вот. Ты все сказал, да. Окей. Да, это оно. Ну, давай теперь с точки зрения практической, да, штуки, вот, можно я тут тоже скажу, как я вот понял, я перед тем, как в ледяную ванну погружаться в целом, я для себя там с чатом GPT все это обсудил на всех этих языках, самых простых, самых сложных, и я, короче, как понял, да, ты вот тут скажи, это так или нет, что, по сути, ледяная ванна, она как раз-таки вот эти все гормоны, грубо говоря, кортизол она сжигает, ну вот этот вот уменьшает, я не знаю, как правильно сказать, подавляет или на день как-то вот. Не совсем, у тебя происходит серьезный выброс, наоборот. Выброс. Но это такой резкий пик Да. со спадом потом. Ну, то есть, грубо говоря, после чего твой кортизол, гормон стресса, он потом в течение дня уменьшается. Да, именно. И в то же время идет резкое поднятие дофамина на 250%. Да. Это ты, ну вот как... Здесь очень важный момент, очень важная корректировка. Холодная вода всегда должна быть утром. Потому что некоторые там начнут экспериментировать и вечером делать холодный душ. Наоборот, это еще больше усугубит проблемы со сном. Потому что вечером кортизол должен спадать, серотонин должен быть выше, чтобы мы успокоились и пошли спать. Прикольно. Ну, то есть я после бочки каждый раз чувствую нереальное состояние эйфории, я просто там прыгаю, бегаю, потому что это, ну, ты как хочешь, не хочешь, ты пробуждаешься, условно. Да. Окей. Это супер. помогает тебе держать правильный
ритм кортизола, наверное, так. Потому что естественный выброс кортизола достаточно такой мощный происходит утром. На самом деле мы просыпаемся из-за того, что у нас происходит Да. выброс кортизола. И в какой-то мере вот этот вот дискомфорт, когда мы просыпаемся, он тоже нормален для каждого человека, потому что ты просыпаешься из-за того, что у тебя пик кортизола. Но здесь есть такая проблемка, это тоже очень важный момент. Тревожные люди, они сильно чувствительны к происходящему в их теле и сознании. И они боятся, что, грубо говоря, стресс такой физический Они может... ощущают практически малейшие изменения своего состояния. Большинство тревожных людей даже ощущают биение своего сердца. Друзья, это ненормально для большинства людей ощущать биение своего сердца и чувствовать каждую свою эмоцию. То есть, в принципе, грубо говоря, вот это вот слишком... Тренд на осознанность, помнишь? Да. Это усугубляет тревожность. Действительно, да. Особенно осознанность в Мы теле. же- Это гиперфокус на себе. Мы же угораем, там, зумеры, да, там, типа, что, условно, бумеры, они такие, типа, погнали, да, там, они заходят в горящую избу, да, это такой другой радикализм. А зумеры, ну, условно, да, и это очень грубое общение, ну, так, прикол, да, что они, типа, такие супер на себе, супер все осознают, и от этой супер рефлексии они часто загоняются, грубо говоря. Именно, потому что в русском языке на самом деле очень много таких проблемных мест в терминологии, потому что в русском языке сейчас есть термин англоязычный mindfulness, в психологии, по крайней мере, его так и используют, mindfulness. А раньше было слишком много осознанности, и даже сейчас осознанность используют. И это абсолютно две разные вещи. Mindfulness — это Ну, когда ты self-focus, давай ощущаешь реальность, Ага. а осознанность — это фокус на себе. И фокус на себе — это когда ты как раз От биение малейшего своего дискомфорта сердца, да, начинаешь убегать. дискомфорт, и ты начинаешь пугаться проявлений внутри своего тела. Большинство людей, у кого развит, это называется интерцептивное восприятие. То есть у нас есть два типа восприятия. Экстрацептивное — это восприятие внешнего мира реальности, и интрацептивное — это как раз восприятие того, что происходит внутри. И вот большинство тревожных людей, особенно те, кто страдают от панических атак, у них очень сильно развито интрацептивное восприятие. Окей. Давай теперь вернемся к графику, да? То есть вот мы там ледяную ванну, ледяной душ приняли, окей. Что дальше? В течение дня было бы неплохо внедрить физическую активность. Как будто даже после вот этой всей практики, как будто можно было там и поразмяться, и поприседать, и попрыгать. Если есть на это возможность, и, допустим, если у А вас... если рано вставать-то, есть возможность? Никто не Чаще всего, пишет. да, день становится длиннее, когда ты встаешь раньше. Я клянусь, из-за чего я в 6:30 стою, просто нет людей в это время, слава богу. Никто не пишет. Никто не пишет, никто от тебя ничего не хочет, и ты ни от кого ничего не хочешь, ты занят собой. И я не знаю, я вот после этой ледяной ванны прыгаю, бегаю, приседаю, и это такой кайф. Я думаю, как будто это тоже база. И, кстати, у меня это возникло от огромного стресса в моей жизни. То есть я к этому пришел, если честно, не после такого осознанного разговора с Виталием или там после такого подкаста, как у вас, а, если честно, от того, что я жить хотел, и я просто интуитивно чувствовал, что если я этого не сделаю, мне хана. И если я буду лежать в кровати и рефлексировать еще об этом, то мне вообще хана дважды. Поэтому пришлось вот это все делать. Я просыпаюсь в 6:30, в 7 у меня тренажерный, недалеко от дома я иду пешком. Я занимаюсь минут 40, час, 3 раза в неделю. Тогда, когда я не занимаюсь, это прогулка. Супер. И этого достаточно. И получается, что я часто с 8, а иногда с 9 часов утра работаю. Спокойно уже пробуждение, вся рутина, и там у меня начинается работа. И самая продуктивная, соответственно, часть дня моя — это первая половина дня, когда я что-то пишу, работаю над какими-то такими структурными вещами. Интеллектуальные важными. уже задачи. Да, То да. есть до обеда, по сути, вот это должен произойти полный газ. Да. А И дальше уже все не такое И становится. поэтому, когда приглашают на подкаст вечером, я сразу задаюсь вопросом: боже, что они делают в течение дня, что у них когнитивный ресурс еще остается к А вечеру у на нас вот подкаст. такая вот съемка вечерняя уже, как концепция. Окей, супер. Слушай, а давай так, вот, ну все, пробудились, спортом позанимались, что-то еще надо из базы? Ну, питание, наверное, естественно, да? Питание, да, и это нормальный завтрак. На самом деле, один из таких важных моментов — желательно исключить сахар и желательно исключить кофеин.
хотя бы на некоторое время, потому что кофеин, большинство людей, находящихся в стрессе или хроническом стрессе, они держатся на кофеине только. Но это в любом случае приведет к выгоранию. То есть ты в любом случае через некоторое время из-за того, как работает кофеин, там возникнет дофаминовая толерантность и так далее, и у тебя просто по определению через некоторое время будет выгорание. Это неизбежно, особенно если ты выпиваешь 3-4 чашки кофе в день каждый день без выходных. То есть у тебя будет это выгорание, и по идее лучше его предупредить и хотя бы на 14 дней, но лучше на 28 дней отказаться от кофеина, а это значит отказаться от кофе, чая и всего кофеина содержащего, там даже где-то какао и шоколад. Это очень важный момент. И И почему это очень грустный момент. сразу от сладкого? Потому что когда у людей кофеиновый детокс, очень легко подсесть на что-то другое вредное. Сладенькое, Окей, например. окей, Вот. И окей. это два элемента, которые, когда ты исключаешь, ты страдаешь 100%, ты будешь страдать, особенно если у тебя был хронический стресс, и ты держался только на кофе. Ты будешь страдать первую неделю, через 2 недели, то есть на 14 дней, на 14 день уже будет более или менее поровну тебе. И следующие 14 дней твоя базовая дофаминовая линия восстановится. Но выгорание работает примерно так же, но это уже процесс сильно хуже для тебя. Почему? Потому что у тебя работа слетела, отношения полетели, все полетело, и ты считаешь себя просто низшим творением Всевышнего и так далее. То есть вот там все негативные мысли, все негативные последствия и так далее. То есть лучше сделать это раньше и лучше сделать это искусственно. И лучше делать это не одному, на самом деле. Когда ты делаешь это в группе, в компании с другими людьми, у тебя есть определенный элемент. Это такая групповая динамика, и там присутствует не только подотчетность, но и определенная мотивация, что это не просто ты, а ты часть чего-то большего, часть вот этой вот группы, и вы движетесь вместе к чему-то более или менее продуктивному. Окей, окей. Так, смотри, я вот сейчас хочу вот эту собрать идеальную картину, как должны идти дела с точки зрения вот именно нормализации, да, своей жизни. Окей, в принципе, понятно по работе, по графику, по еде понятно какие-то моменты. По вечерней части, какая она должна быть? То есть до скольки надо завершать работу, когда надо идти ложиться домой, когда надо заранее там успокаиваться перед сном. Ну вот эти моменты, как там должна быть выглядеть рутина? Один из самых, наверное, важных и базовых моментов — это нужно уставать в течение дня. И уставать позитивно, скажем так. Почему? Потому что, если у тебя хронический стресс или ты тревожный по определению, то весь день твой построен на тревогах, переживаниях и очень много избегания и прокрастинации. Ты сидишь в ленте, и ты устаешь от этого. На самом деле, это тоже активность, но это такая не самая лучшая когнитивная активность, которая тебя еще больше закапывает в хронический стресс со всеми его И тут нужен труд негативными последствиями. какой-то. Да, и когда ты переключаешься, не то чтобы просто переключаешься, это длительный процесс, это не однодневный. Каждый день ты просто добавляешь тот шаг, который ты можешь сделать сегодня. Окей. Не ругая себя, что там ты стал на 1 миллиметр лучше, а не на... Это еще, кстати, очень важный паттерн. Большинство тревожных людей хотят все сразу, здесь и сейчас. Да, постепенно. Да, и ты потихонечку движешься в сторону продуктивности. Окей. То есть, по сути, можно там какие-то создать себе, придумать дела. Ну, они, по сути, у всех есть, просто надо их расписать и по чуть-чуть их выполнять и заканчивать. И вот это чувство завершения дел, оно тоже будет, по сути, мне кажется, стабилизировать, да, человека? Да, но вот то, что ты сейчас озвучил, для человека в тревоге, оно звучит как «Встань и пойди, сын мой». Это как абсолютно нереальная вещь. Почему? Потому что здесь каждый человек, кто находится в состоянии хронического стресса очень долго и избегает вот этих вот всех активностей, он не в состоянии просто написать список и просто пойти что-то сделать. Почему? Потому что за все время бездействия он потерял или не приобрел важные навыки и знания. Это очень важный момент, в котором человеку сложно себе признаться. И когда он себе признается, что я не могу написать этот список, потому что я не умею, и я не могу пойти сделать, потому что большую часть из этого я не умею, как только он признается, он начнет делать первые шаги. Это, то есть, вот момент принятия, интеграции и так далее, о котором мы говорили. Я тут больше, знаешь, про какой момент? Я понял, о чем ты говоришь. Я буду тут про что? Типа, вот это состояние замешательства, когда ты не знаешь, с чего начать, и у тебя, грубо говоря, там все разбросано,
разбросано дома, да, если так пример давайте так, грязной комнаты возьмем, да, неубранной, то надо же, по сути, вот не рефлексировать, что сколько у тебя вещей, сколько чего там будет, а вот взять вот эту То, что кофту лежит рядом с тобой, да, да. и вот попробовать ее сложить. Потом ты такой, о, прикольно. Потом взял джинсы, положил. И вот уже 2 вещи. И их положить на полку. И мне кажется, что вот с этого и надо начинать разгребать тот завал, который произошел вследствие вот этого стресса. Который произошел у тебя в жизни. Да, да. И поэтому я вот больше про это, что не типа какими-то там навыками, да, решать какие-то проблемы, а именно базовые вещи. Смотри, про навыки я сказал не просто так, потому что как складывать вещи — это тоже навык, и как хранить вещи в шкафу — это тоже навык. Да. Но я не думаю, И что они наша аудитория настолько... На самом деле у многих людей отсутствуют эти навыки. Загляни домой к любому человеку, особенно открой шкаф или какую-нибудь полочку, посмотри, какой бардак там творится. Чаще всего это так. Окей, ладно. Но я верю, что у нас аудитория... Бывают перфекционисты, конечно, Другая. но у перфекционистов часто тоже бывает... Это тоже бывает склонность к прокрастинации, и там тоже бывает тревожность, связанная с перфекционизмом. Давай подготовимся вот ко сну. Как правильно это сделать? То есть там, что в идеале? Давай идеальные картины, да, скажем так, описывать. Про уставать мы сказали, то Да. есть, что это должна быть какая-то более или менее продуктивная усталость, а не усталость от избегания всех задач. Потому что в конце дня, если ты избегал все задачи, ты получишь самопоедание, волнение и тревоги о завтра. Я тут, можно добавлю, есть такая классная цитата, что основа боевого духа — это труд. То есть именно боевой дух, то есть помните вот это ощущение, когда у вас в каком-то дне что-то получилось, то есть когда вы работали и у вас были победы. И вот Да. это качественное ощущение счастья, оно возможно вот зачастую именно от тех действий, когда вы именно что-то выполняете в работе. Да. И вот мы про это говорим, да? Да, и здесь я реабилитирую невротиков. Невротики это иногда называют тревожных людей таким образом, что то, что вы испытываете в течение дня, вот это вот отсутствие полной энергии делать что-либо или сложность с тем, чтобы сдвинуться с места, по большому счету и чаще всего это не лень. А люди считают себя ленивыми, из-за что занимаются самопоеданием, где-то ненавидят себя, свою жизнь и все остальное, и закапывают себя сильно глубоко дальше в эту тревожность и в остальные жизненные проблемы. Это не лень по определению, это прокрастинация. Это 2 абсолютно разные вещи. За прокрастинацию, да, можете себя... Ругать себя вообще не стоит, на самом деле, это другая история. Но лень — это когда человек ничего не делает, и он счастлив. Прокрастинация — это когда он ничего не делает и в конце занимается самопоеданием. А у прокрастинации, мы знаем, есть... На самом деле прокрастинация — это следствие тревожности. И то есть, по сути, работая с тревожностью, стабилизируя свое состояние, находя равновесное состояние, ты потихонечку приглушаешь прокрастинацию, и она проходит незаметно. Незаметно даже как проходит. Окей. А люди, наоборот, они концентрируются на прокрастинации, как мне с этим бороться. То есть они борются, грубо говоря, не с тем. С тенью. Да. Давай дальше. И получается продуктивная деятельность. Мы готовимся, то есть мы более или менее устаем. Следующий момент, мы начинаем тормозить психику, это не планируем какие-то мега-активности, мега-проекты на ночь. Большинство, очень много людей. На самом деле, одна отдельная тема — это фриланс. Да. Это когда люди Это реально отдельная просыпаются, когда хотят, да, и они начинают работу вечером или ночью, потому что говорят, ну вот я на самом деле, я сова, я творческий, я гиперпродуктивен ночью, некоторые вечером, но очень много людей ночью, а потом оказывается, что они либо в депрессии, либо у них депрессивные эпизоды, и на самом деле они чувствуют себя очень плохо. Избивают природный цикл, да? На самом деле, да, изначально. То есть они еще и занимаются тем, что называется социальное избегание. Монтаж. Часто вот ребята реально на фрилансе, они же еще интровертные, сидят дома по ночам. Интроверсия — это тоже такой интересный момент. Это не... Иногда вот то, что социальное избегание, это иногда может маскироваться как интроверсия. Человек
не может находиться с другими людьми, ему некомфортно с другими людьми не потому, что у него это заложено в чертах его Да, личности, а да, да, потому да, что у да. него просто возникает тревожность и вот этот вот дискомфорт. Почему? Да потому что он не умеет общаться с другими людьми. Я вообще, когда узнал, что понятие интроверт, экстраверт — это не абсолютная категория и штамп, а мы в той или иной степени все интровертны в отношении чего-то или экстравертны, когда это оказывается такая ручка, которая крутится, да, это так А изменило теперь жизнь. для тебя новое открытие, что на самом деле это два полюса одной и той же черты личности. То есть есть черта личности экстраверсия, и ты можешь быть либо сильно экстравертным, либо у тебя может быть низкий уровень экстраверсии. И это по определению является как бы интровертностью. То есть есть просто черта экстравертности. Градиент такой, да, Да, скажем так. да. Окей. Хорошо, окей. И к вечеру в идеале ложиться спать перед тем... Ну, можно я тут свою такую картину накину? Не знаю, у меня вот идеальные вечера заканчиваются прогулкой перед сном. Когда я выхожу и спокойно гуляю, разговариваю о чем-то спокойно, без завоевания мира, вот этих всех планов, а больше такая рефлексия за день, спокойное общение, и по итогу это все переходит в такой, ну, приезжаю домой, ложусь спать, ну, как бы. Общение может некоторых людей возбуждать, разгонять психику. Потом следующий момент — прогулка. Если прогулка достаточно интенсивная, она может разогревать твое тело изнутри. А когда у тебя высокая температура тела внутри, core temperature это называется, то тогда тебе сложно уснуть, потому что, чтобы уснуть, нужно, чтобы температура тела, наоборот, упала на градус-полтора. И для этого, допустим, ну, человек может принять теплую ванну, теплый душ, там и сауна, если доступно. То есть вот это помогает. Помогает даже горячий чай. Горячий чай, когда ты пьешь, у тебя на самом деле тело охлаждается, потому что ты принимаешь горячий напиток, и для тела это такой небольшой шок, и ты охлаждаешь тело. Если это горячий чай с ромашкой, ромашка седативным действием обладает, следите за своими аллергиями только, друзья, то это будет вообще классно. Окей. Прогулка может разогреть, и не всем подходит. Потом есть еще один момент важный. Мелатонин вырабатывается, как только заходит солнце. И, допустим, у нас в Алматы есть одна большая проблема с ночным освещением. Оно все абсолютно холодное. И это как бы такой дополнительный фактор. Освещение где-то в каких-то учреждениях обычно холодное. Зашел в магазин, там холодное. Ощущение супермаркет практически всегда холодное. И мелатонин таким образом приостанавливает выделение. Вот, и Окей. поэтому дома у тебя должно быть... У меня всегда вечером автоматически включается приглушенный свет, прям мега приглушенный, и верхний свет практически никогда не включается. В спальне вечером вообще всегда просто красный свет. Это умные лампочки, какие-нибудь красный свет. И это не вредит выработке мелатонина. Это, конечно, такие, я назову это слово грубое, задротские решения. Да. Но когда у тебя есть проблемы со сном, а у меня был период, когда у меня был серьезный стресс, у меня были проблемы со сном. И с тех времен, когда я занимался стабилизацией, то есть сейчас для меня это такой хороший момент. Да. На всякий случай. Ну, это, знаешь, как идеальная картина, может, вот это описываем. Да. То есть, типа, конечно, вот это все, если вы сейчас, вот вы жили вот так, как до этого мы описали, и вы хотите теперь жить там, как Виталий, то, мне кажется, если резко это все врубить в один момент, то, мне кажется, можно сильно потерять какую-то краску в жизни, что ли. Я поэтому думаю, что тут все в меру, но базовые вещи, я думаю, можно внедрить. Можно 100%. тревожиться о том, достаточно ли красный свет у меня в спальне. Да. Здесь еще один очень важный момент. Следите за тем, что вы потребляете перед сном. И, допустим, то, что я замечаю, когда где-нибудь в кафе вечером очень много людей кофе пьют вечером. Кофе — это то, что на самом деле про кофеин мы коротко говорили, но кофеин тревожному человеку вечером — это сразу лишить себя сна, на самом деле. Почему? Потому что есть такое понятие, как период полураспада кофеина. А период полураспада — это значит, что половина вот этой вот дозы кофеина у тебя через некоторое время выходит из организма, только половина. И в случае кофеина это 5-6 часов. То есть через 5-6 часов у тебя только половина этого кофеина выходит из организма. А до этого у тебя блокируются рецепторы аденозина это называются, которые отвечают за твою сонливость, за состояние усталости. И поэтому ты просто вечером из-за того, что ты выпил кофе, ты можешь просто не уснуть.
даже если ты уснул, у тебя может быть не самый качественный сон, у тебя Да, могут быть да. нарушены фазы сна, недостаточно глубокий сон и так далее. То есть последствия достаточно большие. И на самом деле огромное количество людей, то есть вот совершают такие грешки вечером кофе, и кто-то перед сном пьет кофе, а потом страдает от, может быть, проблем с желудочно-кишечным трактом и не понимает, почему у него язва желудка, а потому что на самом деле он не замечает, может быть, свою фоновую тревожность и хронический стресс. Почему? Потому что большинство людей не задаются этими вопросами, что я чувствую сейчас, а какая у меня сейчас эмоция. А последствия — это, там, допустим, язва желудка, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Иногда это поведенческие такие проявления, как агрессия, раздражительность. Это тоже сигналы о наличии хронического стресса. И это происходит из-за того, что человек просто предпочитает кофейку перед сном выпить. Или, допустим, то, что часто тоже встречается, у людей всегда вечером перед сном включен верхний свет, максимально белый, холодный. Почему? Потому что модно, наверное. Вот, это как бы тот минимум проблем. Слушай, я думаю, мы сегодня неплохо обследовали, ну, исследовали тему тревожности, и я очень надеюсь, что после сегодняшнего подкаста кто-то из наших зрителей точно снизит градус своего стресса, своей тревожности. Я сам для себя сделал несколько выводов, особенно вот мне очень понравилась мысль про то, что можно какие-то вот, ну, вещи, которые длительно длятся, то есть ты не знаешь, когда закончится этот стресс, дробить его, это вообще очень классная идея. Ну и в целом понял, что действительно база решает. И я вот сегодня, кстати, тот человек, который перед подкастом выпил кофе, и я сейчас сделал выводы свои, а я это не буду делать. Я реально понял, что, по сути, это реально нелогично вообще нафиг. Ну, просто так как сейчас пост идет, да, и у меня вообще кофе — это мое наслаждение, но да, я это буду делать потом с утра, и со временем вообще, наверное, в идеальной картине откажусь, я думаю. Вот. Спасибо тебе большое. Что бы ты в конце мог рекомендовать вкратце, знаешь, как будто себе, вот вспомни те моменты, когда было очень стрессово, тревожно, какую-то ключевую мысль, фразу, которая может поддержать в этот момент человека. Есть одна такая избитая, на самом деле, и извращенная фраза или посыл, когда людям говорят, что с тобой все окей. И в какой-то мере это является и проблемой, и решением. Почему? Потому что, когда говорят, что с тобой все окей, это является проблемой? Потому что иногда для некоторых людей это может быть сигналом, ну, если со мной все окей, значит, я могу ничего не делать. Да. С другой стороны, к этому можно относиться сильно иначе и считать себя не причиной своих проблем, что вот у меня были такие родители, у меня были с ними плохие отношения, они виноваты там во всех моих травмах, или я такой родился, или у меня что-то вот как-то сейчас валится из рук, и вообще все плохо. Можно так считать, и тоже ничего не делать на самом деле, потому что это это такое психологическое давление, которое ты сам на себя оказываешь. И тут, получается, ты делаешь себя источником проблемы, всех своих проблем. И вот эта вот фраза «с тобой все окей» в этом случае может сыграть тоже очень важную роль, если к ней по-другому относиться. Относиться следующим образом, когда это не источник твоих проблем, а на самом деле отчасти да. Но, с другой стороны, ты — это единственное решение твоих проблем. Ты — это единственный человек, который может в какой-то прекрасный момент взять себя в руки и начать по миллиметру делать шаги в нужном направлении, в продуктивном, и собирать себя. Я тут тоже добавлю, вот обращаясь к себе, когда мне было стрессово, что надо в эти моменты себя поддерживать максимально. То есть многие люди начинают себя фигачить, то есть Да. типа еще хуже закапать. По идее это вообще контрпродуктивно. То есть у вас и так, если проблема сложная, вам и так сложно, ну поддержите себя как друга вашего условно. Вот представьте, вот мне самая реальная такая фраза, я помню, где-то услышал давно еще, типа, что как вы относитесь к своим друзьям, да, к людям близким, как вы их поддерживаете, вот почему бы не попробовать это в отношении себя. И я вот помню в эти моменты, когда мне было супер сложно, я все время себя, знаете, так периодически даже вот так вот обнимал и говорил: все хорошо, я с тобой, все нормально, прорвемся, давай, делай, ты красавчик. И вот такие странные вещи, да, как казалось, они реально дают очень классный эффект, потому что действительно тебе сложно, ну так и помоги себе, а не закапывай себя.
Да, и я здесь могу добавить, что со своей стороны у меня в моменты моих серьезных стрессов развилась интересная привычка абсолютно автоматически. Перед сном я благодарил себя просто автоматически. Когда я ложился, я автоматически благодарил именно себя за... Иногда, когда день был самый ужасный, непродуктивный и проблемный, я благодарил себя, по крайней мере, за то, что я не сдался в течение дня. И за то, Офигеть. что прошел этот день. Окей, окей. Хотя бы так. Вот. И со временем благодарность переросла в благодарность за действительно продуктивные какие-то действия и продуктивные результаты. Супер, супер, окей. Спасибо тебе большое. Мы в конце всегда, у нас практика такая, наши ребята пишут инсайт и то, как они будут это внедрять в жизнь. Что мы можем подарить от тебя за вот эти активности? У нас есть, мы буквально недавно запустили полный видеогайд по тревоге. И как раз это все, что касается тревоги и стресса. То есть мы можем сделать так, что с людьми поделимся именно этой Окей. штукой. Сколько можем раздать таких доступов? Я думаю, 10 человек. Да, давай, супер. А Отлично. он имеет ценность какую-то денежную? Да, Сколько он это стоит? тренинг, который мы продаем, он стоит $149. Сколько? $149. Супер, отлично. Я думаю, очень хорошо, офигенно. Спасибо тебе большое. Как всегда, инсайт и как вы будете это внедрять в жизнь. От меня благодарность. Я очень рад, что мы сегодня поговорили на эту тему так глубоко и со стороны там нейробиологии, биологии, да, базовых вещей каких-то психологических и самое главное практически, вот, что мы все приземлили на реальную классную практику, за что тебе большое спасибо. Да, спасибо за приглашение. Супер.